Зной в этот день казался почти осязаемым. В индийской провинции, где холмы покрыты выгоревшей на солнце травой, а земля трескается от нехватки влаги, каждый глоток воды — на вес золота. Но старые заброшенные колодцы, разбросанные по окраинам деревень, таили в себе не только живительную влагу, но и смертельную опасность. Они стояли как раскрытые каменные пасти, заросшие кустарником, невидимые и безжалостные для тех, кто случайно оступался на их краю. Она была обычной бродячей собакой, светлая шерсть, умные, но вечно настороженные глаза, привыкшие искать пропитание и спасаться от палящего солнца. В тот день, возможно, гонимая жаждой, она слишком близко подошла к одному из таких колодцев. Один неверный шаг, шорох осыпающейся земли, и мир перевернулся. Падение в темноту было стремительным и страшным. Когда спасатели из организации Animal Aid Unlimited получили экстренный вызов, на счету была каждая минута. Звонивший местный житель взволнованно объяснял, что на самом дне глубокого каменного колодца находится собака. Она отчаянно борется за жизнь, но силы ее на исходе. Прибыв на место, команда замерла у края каменного сооружения. Колодец был огромным, сложенным из грубых, потемневших от сырости камней. Спустив взгляд вниз, в давящую темноту, они увидели воду, темную, застоявшуюся, покрытую опавшими листьями и мелким мусором, а посреди этого безмолвия, прижавшись к крошечному, едва заметному выступу скалы, находилась она. Собака стояла в воде, судорожно цепляясь передними лапами за скользкий камень. Ее глаза, огромные от ужаса, были направлены вверх, туда, откуда лился спасительный дневной свет. При виде людей на краю колодца она заскулила. В этом звуке смешались безумная надежда и крайняя степень истощения. Спасатели сразу поняли: животное находится здесь уже не первый час, а может быть и целые сутки. Без сна, без отдыха, в постоянном ледяном оцепенении она плыла и удерживала голову над водой, пока мышцы не превратились в камень, а дыхание не стало прерывистым. Медлить было нельзя. Собака теряла силы прямо на глазах. Ее лапы соскальзывали с мокрого камня, она то и дело проваливалась в воду, с трудом выныривая обратно и отчаянно перебирая лапами в воде. Время работало против нее. Один из спасателей, опытный мужчина, быстро надел альпинистское снаряжение, страховочные ремни, трос и каску. В руках у него была большая синяя сеть на длинном шесте, единственная надежда достать собаку из этой бездны. Наверху сгрудились местные жители и другие члены команды, готовые удерживать и контролировать трос. Спасатель начал спуск. Каменные стены колодца эхом отзывались на каждый шорох. Собака внизу занервничала. Находясь в состоянии сильнейшего стресса, она не могла до конца понять, несет ли приближающийся человек спасение или новую угрозу. Когда мужчина приблизился к уровню воды, собака от испуга отпрянула от своего выступа и поплыла по кругу, тяжело дыша и едва удерживая нос над поверхностью. «Тихо, тихо, маленькая», — мягко приговаривал спасатель, стараясь успокоить животное своим голосом, хотя понимал, что в такой ситуации слова мало что значат. Он погрузился в воду по пояс. Вода была холодной, сковывающей движение. Намного сложнее было маневрировать с сетью в узком пространстве, не ранив при этом бьющееся в панике животное.
Спасатель попытался аккуратно подвести сеть под собаку, но испуганная хищница начала огрызаться, защищая остатки своей жизни. Она пыталась укусить сетку, уворачивалась, уходила под воду, заставляя сердце каждого, кто наблюдал за этим сверху, сжиматься от страха. Сверху доносились ободряющие крики товарищей, но внизу, на глубине нескольких метров, существовал только этот поединок. Поединок человеческого терпения и животного страха перед лицом смерти. Наконец, выбрав идеальный момент, когда собака на секунду ослабла и замерла, спасатель ловким и точным движением зачерпнул ее сетью. Животное оказалось в ловушке, но эта ловушка была спасительной. Мужчина быстро зафиксировал сеть, прижал ее к каменной стене, чтобы собака не вывалилась, и дал знак наверх. «Тяни! Тяни вверх!» — скомандовал он. Люди на поверхности дружно взялись за веревку. Синяя сеть с драгоценной ношей медленно поплыла вверх, оставляя позади мрачную пучину колодца. Собака затихла, словно поняв, что самое страшное уже позади. Когда сеть показалась над краем колодца, несколько пар рук тут же подхватили ее и бережно пустили на траву. Она была спасена. Но история на этом не заканчивалась. Собаку аккуратно извлекли из сети и завернули в плотную мешковину. Она была полностью истощена. Ее тело било крупная дрожь от переохлаждения и пережитого шока. Животное даже не пыталось сопротивляться или бежать, у нее просто не осталось на это сил. Один из спасателей сел на мотоцикл, бережно прижав к себе завернутый в ткань живой сверток, и они помчались в ветеринарный центр Animal Aid. В клинике собаку сразу же положили на медицинский стол. Ветеринары начали осмотр. Первое, что бросилось в глаза, это ее лапы. Подушечки лап были стерты в кровь, когти содраны. Это были следы тех долгих часов, что она провела в колодце, отчаянно пытаясь уцепиться за безжалостный скользкий камень, карабкаясь вверх и снова срываясь вниз. Каждая рана на ее лапах безмолвно кричала о том, как сильно она хотела жить. Ей обработали раны, ввели необходимые лекарства, согрели и обеспечили полный покой. Физические раны заживают относительно быстро, но психологическая травма требовала времени и заботы. Прошло немного времени, и на кадрах видео перед нами предстает уже совсем другая картина. Собака лежит на чистом кафельном полу в уютном вольере. Рядом с ней сидит тот самый спасатель, который спускался за ней в бездну. Он ласково гладит ее по голове. И теперь в ее глазах нет того дикого, первобытного ужаса. Она смотрит на человека с бесконечным доверием и благодарностью. Ее уши расслаблены, она спокойно принимает ласку, словно понимая, что теперь она в безопасности, среди друзей, которые никогда не дадут ее в обиду. Эта история — лишь один из сотен эпизодов ежедневной работы волонтеров, но она напоминает о главном. Для того, чтобы спасти чью-то жизнь, иногда нужно просто не пройти мимо, проявить сострадание и протянуть руку помощи тем, кто сам себе помочь не может. Спасение этой собаки стало возможным благодаря неравнодушию случайного прохожего и мужеству людей, которые каждый день доказывают, что каждая жизнь имеет значение.